Fuji задумали сделать уникальную цифровую фотокамеру, снимающую в аналоговом стиле. Камеру, позволяющую испытать весь спектр эмоций съемки на пленку. Ведь все любят пленочные цвета. Сам процесс взвода затвора – это неизвестность и предвкушение увидеть отснятый материал. И Fuji умудрились создать шедевр. Аналоговый фотоаппарат, но в цифровом виде. Эта камера однозначно станет легендой. Так думал я, смотря анонс новой Fuji X-Half. И как только я взял в руки этот кусок пластика, охренел, как же можно было запороть такую гениальную идею. Здорово, YouTube, меня зовут Максим Густарев, и сегодня у нас обзор на этот AliExpress. Поехали. Про AliExpress, если что, это не шутка. Камера Made in China. Абсолютно пластиковый корпус. По ощущению, даже в видоискателе нет стекла. Вспышка, простой светодиод. О, есть горячий башмак. Может быть, там есть пин? Нет, облом. Она не снимает RAW. В ней куча странных, кринжовых фильтров. Она медленная, глючная и снимает видео вот в таком качестве. Первое, что приходит на ум – AliExpress. Короче, единственное, что отличает это от вот этого – цена $800. На этом можно было бы обзор закончить, но если закрыть глаза на все сказанное выше, она все-таки дает какой-то пленочный экспириенс. Я решил это выяснить и взять эту камеру поснимать на недельку. За предоставленную камеру огромное спасибо ребятам из магазина ProLeica. Он находится в Братиславе, и если вдруг окажетесь в этих краях, обязательно к ним заходите. У них огромное количество премиальной классной техники, и вообще они самые крутые. Хоть камера и носит гордое имя X-Half, что как бы отсылает к полукадровым пленочным камерам прошлого века, тут стоит вертикально ориентированный дюймовый сенсор, который в 3 раза меньше истинных полукадровых пленок. Ну и как вы понимаете, ни о каком объеме и речи быть не может. А в совокупности с 32-мм фокусным расстоянием и светосилой f2.8 о боке тоже можно забыть, но за исключением каких-то супер близких клоузапов. Камера не снимает RAW, только JPEG, зато с фирменными накинутыми на них лутиками, моделирующими различные пленки. Тут вам и Provi, и Velvia, и Fuji Classic Chrome и еще с десяток других. В общем, однокнопочные фотографы будут довольны. Если честно, все снимки, которые я сделал с разными лутами, мне хочется немного доработать. Но это лично мой пунктик, люблю я поконтрастней. Автофокус есть. По заявлениям Fuji он даже следящий. По идее, он должен трекать глаза модели, но на практике даже распознав объект, больше половины кадров фокусировка лицо игнорировала и дофокусировывалась по центральной зоне. А F, судя по всему, тут контрастный. Вряд ли они засунули фазовые датчики. В целом снимать можно, на автофокус гнать не стоит, конкретных промахов тут не будет, в том числе и благодаря конской глубине резкости. И все же экшен на нее вы не поснимаете. Тут нету серийной съемки, только ваншот. И даже с этим ваншотом вы будете испытывать особые проблемы. Сейчас только не падайте. Когда вы берете в руки среднестатистическую камеру, включаете ее, для того, чтобы сделать кадр, нужно нажать на кнопку спуска затвора. У кнопки спуска затвора есть 3 состояния. Первое состояние — кнопка не нажата. Второе состояние — вы нажимаете кнопку на полуспуск, соответственно, происходит фокусировка. И когда вы дожимаете кнопку спуска затвора, камера делает кадр. Для того, чтобы сделать новый кадр, вам не обязательно кнопку спуска затвора отпускать полностью. Достаточно чуть-чуть ее отжать до состояния полуспуска затвора и еще раз нажать на кнопку спуска затвора, соответственно, сделается кадр. Таким образом, вы можете практически спреить. То есть я не перефокусируюсь заново, просто каждое нажатие спуска затвора будет приводить к съемке кадра. Fuji X-Half это не работает. Вы нажимаете на полуспуск затвора, происходит фокусировка, потом вы делаете кадр, а дальше, чтобы сделать новый кадр, вам нужно полностью отпустить палец и произвести процесс фокусировки еще раз. То есть таким образом вам нужно полностью постоянно заниматься этим. Но это только полбеды. Также у камеры есть определенный кулдаун на срабатывание затвора. Допустим, я делаю кадр, и я должен подождать, пока этот кадр запишется, на карту памяти проходит достаточно большое количество времени, и он не издает никаких звуковых сигналов, никакой отдачи нет о том, что кадр записан, и я могу заново производить фокусировку, камера мне этой информации не дает. Поэтому я просто не могу спреить, я не знаю, когда камера готова делать новый снимок. И весь процесс съемки сводится к тому, что ты начинаешь просто протыкивать вот так вот.
Я думаю, вы меня поняли. И вот к такому стилю фотографии ты приходишь, когда тебе нужно сделать какие-то кадры, вот прям много здесь и сейчас. Я фотографировал портретики Инны, и вот проходило все примерно в таком формате. На этом мы не закончили. Когда вы фотографируете на улице, вот этот звук, его не слышно. Это самый громкий режим. Я выбрал из 3 вариантов самый такой звучный сигнал затвора, и на улице его не слышно. Проезжающие мимо машины его перебивают, и опять же ты не понимаешь, кадр был сделан или нет, никакой тактильной отдачи нет, хоть здесь и механический затвор, спасибо хотя бы и на этом нету роллинг-шаттера. Все равно ты не понимаешь, когда кадр был сделан, и поэтому фотографировать там от живота, не визируя картинку по экрану, ты просто не в состоянии. А теперь переходим к самому интересному. Режиму пленочной камеры, которая лочит экран, заставляя вас визировать картинку по оптическому видоискателю, запрещает просматривать отснятый материал и после спуска затвора требует его механического взведения за рычаг. Идея на самом деле гениальна, ведь реально съемка на пленку — это 2 неразрывно связанных процесса. Фотограф получает удовольствие, видя проявленный результат, но также для многих, возможно, это более важный аспект. Фотограф кайфует от процесса съемки, от заправки пленки в тело камеры, от звуков и тактильных ощущений взведения затвора, от вибраций, которые передаются всему телу от камеры при наматывании пленки на катушку. Вот где самый кайф. Передает ли X-Half хотя бы частичку этого опыта? Увы, нет. Блин, это пластиковый курок. Я хочу получать какую-то тактильную отдачу во время взвода затвора. Снимая на пленку, мне просто необходим этот звук. Все микровибрации, которые происходят при работе механики в камере, они могли бы быть спокойно решены с помощью обычного маленького вибромоторчика, либо трещотки, которую могли бы добавить в этот курок. Это грустненько. Камера на самом деле мега интересна. Сама идея мега интересна — сделать цифровую аналоговую камеру. И если бы в нее реально добавили хоть какую-то тактильную отдачу и звуки пленки, вибрацию, добавленную простым вибромотором, за $800 это была бы мега классная камера. Сейчас не думаю, что она будет пользоваться особой популярностью, ну, за исключением хипстеров и вот съемки рилсов, как вы фотографируете на эту камеру. Знаете, что самое крутое в этой камере? Это не пленочные луты, которые присутствуют, да, они есть, но, опять же, лично они меня не впечатлили. Больше всего меня впечатлил режим добавления Light Leaks. Вы делаете кадры, и на ваши JPEG, которые записываются внутрь, накидываются в режиме скрин различные световые утечки. Их очень много, они разные, они друг друга не повторяют, по крайней мере, пока что я повторений не увидел. И вот это, наверное, мой любимый режим работы, выглядит пленочненько. И я уверен, что это самое пленочное, что есть в этой камере. Лично для меня камера разочарования. Даже тот момент, когда ты готов закрыть глаза на отсутствие RAW, нормального автофокуса, там, скорострельной какой-то съемки, какой-никакой нормальной работы затвора. Ведь тебе на официальном сайте обещают ощущение съемки на пленку. Да, я согласен, там, делать каждый кадр размеренно, тратя на него время, но хоть какие-то пленочные ощущения, кроме неясности того, что ты наснимал, должны здесь присутствовать. Их здесь нет. На деле вы получаете AliExpress за $800. RAW с этой камеры вы не найдете у меня в телеграм-канале, но зато там по этой ссылке есть огромное количество познавательного и интересного материала для фотографов. Заглядывайте. Также подпишитесь на канал, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч. Пока.